В большом и шумном городе жил бизнесмен по имени Майкл. Он владел 2 успешными ресторанами и славился не только своим кулинарным талантом, но и добротой, которую проявлял к окружающим. Несмотря на свое финансовое благополучие, Майкл всегда оставался отзывчивым человеком. Он часто помогал нуждающимся, жертвовал еду в приюты и организовывал благотворительные акции. Однажды, возвращаясь с важного совещания, Майкл решил прогуляться по парку, чтобы немного расслабиться. Солнце светило ярко, и воздух был наполнен свежими ароматами зелени и цветов. Прогуливаясь, он заметил мужчину, сидящего на скамейке. Это был Роберт, бездомный, который выглядел усталым и опустошенным. У него была старая сумка, а на лице читалась печаль. Майкл, не раздумывая, подошел к Роберту. Он только что купил еду в своем ресторане и, увидев мужчину, почувствовал желание поделиться. «Привет, у меня есть лишняя еда», — сказал он, протянув пакет с горячими блюдами. Роберт, удивленный таким жестом, сначала не мог поверить своим ушам. Слезы наполнили его глаза. «Спасибо. Я не знаю, что сказать», — произнес он, принимая еду. Майкл сел рядом, и они начали разговаривать. Роберт рассказал о своей жизни, о том, как он потерял работу и дом, и о том, как тяжело ему было на улице. В свою очередь, Майкл поделился своими успехами и мечтами. Они говорили о жизни, о трудностях и надеждах. Этот разговор стал началом их дружбы. С каждым днем Майкл все чаще заходил в парк, и на протяжении 10 дней они встречались на скамейке, обмениваясь историями и переживаниями. Однажды Майкл пришел с сыном Джеком. Мальчик был полон энергии и радости, и он быстро подружился с Робертом. Они вместе смеялись, делились угощениями и обсуждали любимые фильмы. Однажды, когда Джек возвращался домой со школы, его ждала опасность. На него напал парень в черной кожаной куртке, который пытался ограбить мальчика. Джек испугался и не знал, что делать, но в этот момент неподалеку оказался Роберт. Увидев, что происходит, он мгновенно бросился на помощь. Словно герой из фильма, он отогнал грабителя и защитил мальчика. Джек, трясущийся от страха, быстро позвонил отцу. Майкл приехал через 5 минут, его сердце колотилось от волнения. Когда он увидел сына в безопасности, он обнял его крепко, а затем повернулся к Роберту. «Спасибо тебе, Роберт. Ты спас моего сына. Я хочу тебя отблагодарить. Вот деньги, возьми их», — сказал он, протянув купюры. Но Роберт, сдерживая слезы, ответил: «Мы с тобой друзья, и любой друг поступил бы так же на моем месте». Эти слова тронули Майкла до глубины души, и он не смог сдержать слез. Он осознал, что настоящая дружба не знает границ, и что доброта может проявляться в самых неожиданных местах. После этого случая Майкл решил изменить жизнь Роберта. Он предложил ему работу на складе своего ресторана и снял ему комнату в хостеле, чтобы тот мог начать новую жизнь. Роберт был поражен и не мог поверить в свою удачу. Он принял предложение с благодарностью и вскоре начал работать в ресторане. С каждым днем их дружба крепла. Майкл гордился тем, что смог помочь Роберту, а тот, в свою очередь, старался изо всех сил. Он работал усердно, и вскоре его жизнь начала меняться к лучшему. Роберт нашел новых друзей среди сотрудников ресторана, и его улыбка вернулась. История Майкла и Роберта стала известна в городе. Люди начали говорить о том, как доброта и дружба могут изменить судьбы. Майкл продолжал помогать другим, вдохновленный своим опытом, а Роберт, благодаря поддержке друга, смог восстановить свою жизнь. Эта история напоминает нам о том, что даже в самых трудных ситуациях можно найти свет и поддержку, если рядом есть люди, готовые помочь. Каждый из нас может стать источником надежды для другого, и именно в этом заключается сила человечности. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.